зачем такая вульгарность? Я не могу сказать, что это было счастливое детство. В этом я вижу действительно большую опасность и большую опасность деградации. Это должно быть запрещено. Отношение к музыке как к чему-то высокому. Вот это не хотелось бы терять. Дмитрий Алексеев, пианист с мировым именем. Родился и вырос в Москве. Окончил Московскую консерваторию. Лучшие мировые концертные площадки стали доступны пианисту после блистательной победы на международном конкурсе в Лидсе, Великобритания. Редкий случай в истории конкурса, когда обладатель первой премии был избран единогласным решением. Дискография пианиста обширна, но особый интерес Дмитрий Алексеев испытывает к романтической музыке. Шопен, Шуман, Брамс. В декабре прошлого года в релиз вышли 8 компакт-дисков с записью всех фортепианных сочинений Александра Скрябина. Пианист ведет интенсивную концертную деятельность. Он выступал с оркестрами Лондона, Берлина, Чикаго, Филадельфии, Парижа, Амстердама, Мюнхена, Рима. Сотрудничал с Пьером Булезом, Рикардо Мутти, Владимиром Ашкенази, Геннадием Рождественским, Евгением Светлановым, Юрием Амиркановым, Валерием Гергиевым. Алексеев считается одним из лучших интерпретаторов произведений Фредерика Шопена. В 2015 и 2021 годах возглавлял жюри международного конкурса Шопена. С начала 90-х годов живет в Лондоне. Сравнительно недавно занимается педагогической деятельностью. С 2010 года работает профессором Королевского колледжа музыки в Лондоне. Я хочу начать с вопросов, которые не связаны напрямую с вашей творческой деятельностью, но мне просто лично интересно. А как вы вообще отметили юбилей свой в этом году? Как вы провели 10 августа? Ну, во-первых, спасибо за память, так сказать, что вы знаете какие-то даты, да. Как я провел? Ну, это было очень мило, интересно. Дело в том, что в это время мы находились, я и моя жена были в Италии на летнем отдыхе. И к нам приехали мои бывшие студенты. И настоящие, кстати. Было довольно много народу. И очень мило провели этот день. И у меня такие самые приятные воспоминания об этом. Люди, особенно люди творческих профессий, очень часто готовят какие-то мероприятия, концертные встречи. Планируется что-то в вашей жизни? Нет, я вообще не любитель такого рода мероприятий. И я очень люблю встречаться со своими друзьями моего поколения или молодых. У меня все больше и больше друзей именно среди молодого поколения. Но это все именно связи чисто дружеские. Я встречаюсь с людьми, которые мне интересны, которые мне симпатичны, и это не связано с какими-то пышными праздниками, что ли. Эти люди, ваши друзья, это люди, связанные с музыкой, это из музыкальной сферы? У меня вообще не так уж много друзей по-настоящему. И многие из них, конечно, из музыкальной среды. Вот. Но, тем не менее, у меня достаточно много было и есть знакомых совершенно из других областей. Хотя большая часть эти люди связаны с искусством в той или иной степени. Или эти люди не профессионально занимающиеся искусством, но чрезвычайно им интересующиеся. Вам в этом году 75, и сколько из этих 75 вы играете на фортепиано? 70. 70, то есть вы начали в 5 лет. Да. Вы помните, как вы впервые сели за инструмент? Не очень помню, но я хорошо помню свои какие-то первые ощущения, первые впечатления, да. Что это были за ощущения? Вам был интересен сам инструмент, механизмы, или, может, ваши члены семьи как-то вас подтолкнули? Нет, механизмы, я, к сожалению, очень далек от механики в самых разных видах, это большая проблема для меня. А дело в том, что, да, у нас в семье появилась пианино, и мой старший брат стал заниматься. И, значит, видимо, заметили, я проявил какой-то интерес, значит, родители заметили, что я тоже этим интересуюсь, и стали меня
значит, учить. Ну и вот, что из этого получилось. Вы выпускник специальной школы при Московской консерватории. Вы пошли туда в первый класс? Да, с 6 лет. Тогда даже было немножко, я не знаю, как сейчас там обстоят дела, тогда был даже нулевой класс, то есть как бы подготовительный. Значит, первый класс начинался с 7 лет, а я и, значит, мои сверстники были там с 6 лет. Но ведь когда ребенок в таком маленьком возрасте идет в школу, это уже, я думаю, что у ребенка, наверное, не возникает еще таких мыслей, но у родителей должна возникать мысль, что предположительно или им очень бы хотелось, чтобы их ребенок в дальнейшем связал свою жизнь с музыкой. Вы знаете, что я думаю, что у моих родителей не было таких амбиций в смысле классической музыки. Они хотели, чтобы я занимался музыкой. Насколько это было бы успешно, я думаю, они, разумеется, хотели этого, но не задавались такими задачами и целями. Но дело в том, что эта школа, центральная музыкальная школа, это было, в общем, особое заведение, потому что дети с 5-6, 6, наверное, лет, практически все, кто поступал в эту школу, они стали профессиональными музыкантами, за очень-очень редкими исключениями. Это дело в том, что обучение там было поставлено на очень профессиональный лад, что ли, да? В высшей степени они готовили профессионалов с самого раннего возраста. И надо сказать, что это было очень трудное время. И в 6 лет, и в 10, и в 13, и в 18, и в 17. Это было очень напряженное. Мы должны были очень много заниматься, не говоря уж про все остальные предметы, которые там тоже были. Короче говоря, это было очень действительно трудное, напряженное, и я не могу сказать, что это было счастливое детство. Совершенно нет. Совершенно нет. Вы вспоминаете об этом как о тяжелом периоде своей жизни? Или это все-таки преодоление трудностей, но о какой-то там грусти или сожалении о тяжелом детстве, как вы говорите? Нет, никаких сожалений у меня нет. Наоборот, я сожалею о том, что я слишком мало занимался. Надо было еще больше. Теперь я это понимаю. Нет, это было необходимо. Вы знаете, как, я не знаю, в спорте или в балете, эти люди тренируются все время. У них нет перерывов. Если будет перерыв, значит, человек закончен. Да? В общем, это очень похоже. Вот вы упомянули спорт и балет. Когда говоришь о спорте и балете, то физиология ребенка, она подчас является определяющим фактором и подсказкой для родителей или для людей, которые окружают этого ребенка, что нужно ребенка вести в балетную школу. Но физиология для музыканта, для пианиста, это весьма такое спорное. Что должно для родителей быть определяющим фактором в том, чтобы ребенка отдать в специализированную музыкальную школу? И если, например, этот период упущен, какой возрастной порог начала занятий музыкой, чтобы можно в дальнейшем стать профессиональным музыкантом? Мне трудно назвать точную цифру. Я думаю, что у разных людей она разная. Но вообще время может быть упущено, да. Время может быть упущено. То, что приобретается в 7, 8, 10, 12 лет, уже не может быть потом. Время может быть, это ушло, да? И слишком поздно для каких-то вещей. Вот. В отношении каких-то физиологии, физических каких-то качеств, конечно, у всех разные физические характеристики, физические возможности. Музыке это не главное. Главное – это, в общем, художественный талант, который не прямо связан
так сказать, насколько большие у человека руки или маленькие. Но пианист, ну или скрипач, неважно, музыкант должен быть в состоянии делать то, что он задумал, выполнять это в совершенстве. Это может быть не обязательно какая-то высшая виртуозность, но какие-то свои музыкальные идеи, если у него есть музыкальные идеи, он должен в состоянии выполнить. А если он не в состоянии выполнить, к сожалению, это сказывается на качестве музыки. Талант определяющий. А ваш большой талант – это наследственная вещь? Нет, никто из моих близких родственников или дальних родственников, никто не был профессиональным музыкантом, хотя у моих и отца, и матери был абсолютный слух, они любили музыку. Ну вот это, видимо, как-то передалось, хотя они не были совершенно профессионально, не связаны профессионально с музыкой никак. Я посмотрела статистику, и, на мой взгляд, наблюдается преимущество в фортепианном исполнительстве, прежде всего, выходцев из Восточной Европы, в частности России, ну и сейчас, конечно же, Азия, да, Китай, Корея, Япония. Ну вот, чтобы не быть голословной, например, Сидней международный конкурс из 11 врученных первых премий 6 раз, это даже больше, чем половина, ее получили россияне. Из 15 раз, когда первая премия присуждалась на конкурсе Шопена, и я сейчас не говорю о скандальной второй премии Ашкенази, и когда Султанов получил тоже вторую премию, отказался ее получать, вот из 15 раз 6 раз доставалось россиянам, то есть треть. Конкурс Елизаветы в Брюсселе из 12 присужденных премий пианистов 9 отдано россиянам. Лидс, победителем которого вы являетесь, да, одного из конкурсов, тоже четверть, 5 премий россиян. Как, на ваш взгляд, вот это менталитет или удивительные результаты системы образования? Почему наблюдается в фортепианном исполнительстве преимущество все же исполнителей из России? Это довольно сложный вопрос. Ну, я бы не сказал, что мы можем говорить о преимуществе. В принципе, мне кажется, как-то это здесь не вполне подходит. Дело в том, что количественные все цифры, которые назвали, разумеется, это реальность, но это еще не значит, что это не говорит о преимуществе, что ли, да? Это говорит о профессиональной подготовке, которые действительно, ну, если говорить уже о, скажем, русской фортепианной школе, это известно, что это, ну, действительно одна из самых важных таких школ мировых, и это и сложилось исторически. Это не вчера появилось, и можно называть много действительно великих и величайших русских пианистов, музыкантов, композиторов. Это все создавало почву для вот этого расцвета русской фортепианной школы. Ну и, кроме того, вот это профессиональное обучение, которое было в Советском Союзе, оно было, как я уже говорил, поставлено чрезвычайно профессионально и давало очень хорошие профессиональные результаты. Что мы и видим в виде, так сказать, победителей многих конкурсов. Музыканты из Дальнего Востока, Китай, Корея, Япония, ну, это сравнительно молодые фортепианные школы, музыкальные вообще. И классическая музыка там развивается не так уж давно по сравнению с Европой. Или даже в России, где это появилось все-таки в 19-м, да, не так, ну да, все-таки сравнительно не так давно. Но, тем не менее,
и китайцы, и корейцы, и японцы, они обладают удивительным свойством как-то воспринимать вот это для них новое, абсорбировать это и воспроизводить, в общем, в прекрасном, блестящем виде. Вот. И я уж не говорю об их фантастическом трудолюбии, которое, безусловно, приносит плоды. Вот. Поэтому, мне кажется, вот этим объясняются эти успехи. Действительно, и на конкурсах, и на концертной эстраде очень много людей из этих регионов. И не так уж много сравнительно, не так уж много людей из европейских стран, из Франции, из Германии, из Англии. Не такое. Есть, разумеется, есть, и есть очень хорошие, но все-таки и в количественном отношении не так уж много. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, здесь люди как-то не такие трудолюбивые, что ли, я не знаю. Это действительно надо очень много трудиться, надо положить всю жизнь на это. Видимо, у них какие-то другие интересы, их не так это привлекает. Сложные достаточно условия, в которых сейчас оказались пианисты из России. Это связано с возможностью получить визы, да, чтобы поехать на международные конкурсы, возможностью получить визу, чтобы поехать в гастрольный тур и просто, в принципе, доехать, поскольку проблемы с перелетами не тоже стоят. Как, на ваш взгляд, может ли в целом это повлиять на деградацию европейского фортепианного искусства, поскольку российские пианисты в силу сложившихся сложных обстоятельств будут реже приезжать на конкурсы, реже приезжать на гастроли, и не приведет ли в конечном счете это к гегемонии азиатских пианистов? У меня нет такого ощущения, если честно. Гегемония азиатских пианистов, и этого ощущения у меня тоже нет. Хотя действительно их очень много, и, в общем, блестящие пианисты, многие из них. Но я вообще не считаю, что какая-то наблюдается или даже в принципе возможна гегемония чего бы то ни было. Или российских пианистов, или китайских, или еще каких-то. Я не думаю, что вообще это, знаете, выдающиеся артисты, это, что называется, штучный товар. Да? И это не имеет значения, в какой стране, в какой паспорт, скажем, у Марта Аргерих, или, не знаю, у Поллини, или у Баренбойма, или у Маро Пера. Это не имеет никакого значения, какой стране они принадлежат, откуда они вышли, почему. Это какие-то выдающиеся люди, и я, например, совершенно все равно их принадлежность национальная или этническая, или еще какая-то. Что важно, это их музыка, насколько она замечательна, насколько она выдающаяся. Это все, что имеет значение. По поводу российских пианистов и деградации, дело в том, что я не так связан с российской музыкальной жизнью теперь. Но у меня не всегда впечатления оптимистические, к сожалению. И не только даже российской. Вообще, мне кажется, что тенденция в таком общем масштабе, что ли, эта тенденция ведет не к поднятию уровня, не знаю, интеллектуального, культурного, музыкального, поднятия уровня, скажем, аудитории. Естественно, артиста, а наоборот к снижению. И чем ниже этот уровень, тем больше людей это, так сказать, может воспринять. То есть критерий
успеха изменился от чисто музыкального, да, чисто в смысле искусства, он изменился на исключительно коммерческий. Мне не кажется, что это хорошо для музыки или для искусства, но эта тенденция касается, в общем, такая глобальная тенденция. И, к сожалению, Россия, она коснулась ее уже очень давно. Вот. В этом я вижу действительно большую опасность и большую опасность деградации. Вот. Я думаю, что и надеюсь, что все трудности, так сказать, бюрократические, они со временем должны исчезнуть. Но вот отношение к музыке как к чему-то высокому, вот это не хотелось бы терять. Эта интеллектуальная деградация наблюдается только у слушателей, у аудитории, или современные пианисты, к сожалению, тоже этим страдают? Но это именно то, что я имею в виду. Почему вообще так происходит? У всех, наверное, это у каждого человека, у каждого музыканта свои какие-то проблемы и своя история. Но мне кажется, что такой пример. Как много человек читают, не знаю, романы Достоевского или какие-то философские трактаты? Немного, правда? Не так много. Как много человек читают какие-то, ну, я не знаю, детективы или миллионы, да? Это то же самое происходит с классической музыкой. Значит, если человек, я имею в виду пианист, артист, хочет добиться успеха, он пытается добиться его самым легким способом, то есть апеллируя к самым элементарным, к самым таким, ну, в общем, достаточно низким каким-то уровнем сознания. Да, это легко, потому что это легко воспринимается. Это как книжка, которую читаешь в вагоне. Да? Ну, в общем, прочитал, выбросил. Это не так важно. Все, что поднимается над этим уровнем, требует какого-то интеллектуального усилия у публики. Ну, я уж не говорю и у самого артиста. Я уж не говорю, что не все способны на это интеллектуальное усилие. Да? Ну, даже если кто-то способен, то кто-то, наверное, выбирает более легкий путь. Успех – это то, к чему все стремятся, ну, в большинстве. Ну, да. Ну, правильно, да. Ну, успех вызывается разными причинами. Да? И вот этот легкий успех вызывает, ну, есть разные пути, да, какие-то, не знаю, кто-то устраивает какие-то сенсации, какие-то скандалы. Это все вызывает интерес, и в результате, так сказать, успех. Но это, разумеется, ничего общего с музыкой или с искусством не имеет. Часто ли вам приходится слышать игру глупых исполнителей? Вообще можно ли в игре... Глупых? Глупых, да. Маша, к сожалению, слишком часто. Часто. Слишком часто, да. На какие размышления? Ну, это меня огорчает, да. Да. То есть на серьезных международных конкурсах? Или это так, уровень не конкурса международного? Да нет, ну почему и на конкурсах бывает. Не только на конкурсах, и бывает и на большой концертной эстраде, я слышу такое. Хочется мне с вами поговорить о вашей педагогической деятельности. Зачитаю ваши цитаты. Когда объясняешь, лучше понимаешь сам. Значит ли это, что молодому исполнителю нужно как можно раньше начать заниматься педагогической деятельностью? Это в конечном итоге является неким стимулом для личностного роста? Мне трудно сказать. Я думаю, что у всех это по-разному.
Ну, есть крупнейшие исполнители, которые вообще никогда не преподавали, или так мало, что не считается, скажем, как Рихтер. Но есть много исполнителей, которые всю жизнь преподавали. У всех своя история, тут нет, по-моему, общих правил. В принципе, я не думаю, что преподавать надо начинать очень рано. Наверное, нет. Ну, я не знаю. Я, например, начал преподавать очень поздно. Практически, не знаю, 15 лет назад, наверное. Да, если не меньше. Но это так, скорее, исключение, в общем. Я по-прежнему считаю, что мне это как-то многое дало, преподавание. И, возможно, это многое будет давать и другим, и молодым, и более молодым, просто молодым исполнителям. Возможно. Но это тоже надо попробовать, чтобы убедиться в этом. Если вы затрудняетесь сказать, сколько вы преподаете, то есть вы учет годам не ведете, сколько вы работаете? Нет, я так представляю примерно, но так особенно не задумываюсь. Да. А это было персональное предложение вам стать профессором? Или Да. вы прошли по конкурсу? То есть это у вас такая первая официальная работа? Да. Сколько у вас учеников в классе? Это по-разному. Это по-разному. Но это от меня зависит. Это зависит от меня. Ну и, кроме того, это зависит, насколько интересные студенты, которых я принимаю. Если в каком-то году, значит, не так много, это будет меньше. Если много, значит, будет больше. То есть вы сами отбираете Да. своих учеников? Да. И это зачастую интернациональный класс? Вполне интернационально, да. У меня многие из Европы, из Азии, из России, многих. Из Англии, из Франции, из Германии, из разных стран. Чему бы вам хотелось прежде всего научить своих студентов? Чему вы их учите? Какая главная задача перед вами стоит, на ваш взгляд? Вы знаете, я, наверное, как сказать, у меня такой стимул, наверное, эгоистический. Значит, я сам, когда я занимаюсь музыкой, я пытаюсь получить удовольствие от этой замечательной музыки, от той или иной пьесы. И вот я пытаюсь разделить свои чувства, свои мысли, свое отношение к той или иной музыке со своими учениками. Не то, что я даже пытаюсь их чему-то специально научить, но просто как-то пытаюсь, что ли, с ними поделиться, разделить с ними то, что я чувствую, и то, что я понимаю пока больше и глубже них. А чего вы не терпите в своих учениках? Вот это мне трудно сказать. Бывали вообще случаи, когда вы отказывались заниматься с учеником? Ну, вот, позанимались и видите, нет. Ну, это было очень редко. Ну, было. Да, но это, видимо, как раз мне не так хотелось бы на эту тему говорить. Но это, в общем, есть какие-то случайные люди. Вы вообще строгий педагог? Это, знаете, не мне судить. Я не думаю, что строгие, но так говорят, что они боятся. Так я слышал, да, уж не знаю почему. Ну, требовательный. Ну, нет, просто я хочу, чтобы это было настолько хорошо, настолько возможно. А это довольно трудно. В Древнем Риме говорили, что у победы тысячи отцов, а поражения всегда сирота. Кого вы считаете отцами ваших побед? Ну, я просто могу сказать, что были какие-то музыкальные впечатления у меня в моей жизни, которые на меня сильно повлияли. Но это разные, это не один человек. Я, конечно, всегда вспоминаю своего педагога, профессора, у которого я учился в консерватории, это Дмитрий Башкиров.
Это был замечательный музыкант, замечательный пианист и человек вообще редкой оригинальности, редкой индивидуальности, действительно редчайшей. Он обладал какими-то уникальными свойствами, необыкновенной фантазией, необыкновенной какой-то персональностью. И, разумеется, он на меня очень повлиял. Так же, как... Человек огромного обаяния. Да. Я смотрела некоторые его интервью, и кажется, что он достаточно интересный рассказчик, такой... Чрезвычайно, да, чрезвычайно было интересно. Зажечь других. Да. Это был такой фейерверк, да. Это вообще был действительно уникальный такой, такая личность, напоминающая мне каких-то, не знаю, романтических персонажей литературы, не знаю. Удивительная личность была. Ну и кроме того, просто какие-то музыкальные впечатления, которые мне удалось слышать. Я никогда не забуду концерт Артура Рубинштейна в Москве в 1964 году. Или Микеланджело, которые играли на протяжении, по-моему, 2 недель, один за другим. Это был такой удивительный сезон. Ну и многое другое. Я уж не говорю о том, что я, к сожалению, никогда не слышал одного из, на мой взгляд, самых гениальных музыкантов Владимира Сафроницкого. Но я знаю его записи, которые, ну, для меня это что-то такое чрезвычайно важное и, ну, источник, что ли, вдохновения. А вы себя считаете одним из отцов побед ваших учеников? Какие чувства вы испытываете, когда ваш ученик приходит? Дорогой профессор, я стал лауреатом конкурса в Лидсе. Или там, не знаю, звонят вам ваши ученики, как вы узнаете, это ваш ученик становится? Ну нет, ну это замечательно, конечно, но это все как какие-то, все эти студенты, по крайней мере, многие из них, это действительно близкие люди, почти как члены семьи, и их успех это и мой успех. Насколько я им помог, опять же, не мне судить, но я надеюсь, что, по крайней мере, я прилагал все силы для того, чтобы этот успех состоялся. А если ваш ученик не побеждает на конкурсе, вы как-то его поддерживаете? Безусловно, это еще более важно. Потому что когда он побеждает, в общем, это очень хорошо, замечательно. Но вот когда какие-то досадные неудачи, причем не всегда связанные с качеством игры, конкурс – это всегда что-то такое непредсказуемое и что-то всегда вот лотерея есть. Вот тут как раз необходима поддержка в еще большей степени. Ну вот, а это лотерея, я даже помню, что вы в одном из интервью сказали, что победы бывают нередко случайными. Но бывают причины, которые мешают победить, достигнуть того или иного результата. Ну, досадные, не знаю, какая-то травма, плохое самочувствие, еще ряд переходящих моментов. Но все-таки бывают какие-то такие причины роковые, да? Как, на ваш взгляд, побеждает тот, у кого путь к победе чище, или вот чистота пути к победе, она вообще не играет роли? Ну, что вы имеете в виду, говоря, чистота? Каким способом исполнитель пришел к этому? Насколько он действительно в таком глобальном смысле достоин этой победы? Насколько он трудился? Не шел ли он по головам к этой победе? Или там ряд случайностей, которые вот так, так сошлись. Да, это вообще сложный вопрос, действительно, и тем более относительно конкурсов. Это очень запутанно, сложно, непредсказуемо, и это невозможно проанализировать как следует, на мой взгляд. Но это всегда, в общем, набор случайностей в большой степени.
Вот. Единственное, как вы говорите, чистота пути. Если человек действительно представляет из себя что-то выдающееся, если действительно он на голову выше своих соперников, то, как правило, это все-таки чувствуется. Как правило, это все-таки это получает признание. Ну вот я вспоминаю, скажем, случай с Ваном Клиберном, да, которого я помню еще по этому первому конкурсу Чайковского. А вы его слышали в Москве? Да, я ему об этом сказал. Он прям мне не поверил. И он действительно был на голову, на 2 головы выше своих очень хороших пианистов. Но это было действительно в то время. Это было действительно выдающееся явление, которое просто было невозможно не заметить. Невозможно было с этим ничего сделать. Вот. Ну и мы все знаем результат. К сожалению, его история это довольно грустная, потому что в этом году, в 1958 году, это был гений, на мой взгляд. Да. И потом он приезжал несколько раз. Это было тоже замечательно. Но потом что-то с ним произошло, и все как-то. Весь гений куда-то ушел, талант испарился. Не знаю, как это может быть, но вот такая довольно грустная история. Его карьера продолжалась, наверное, лет 10, я так думаю. Вот. Но даже не важно, не в том дело, что с ним потом произошло, но вот эти первые годы его молодые годы, это действительно какие-то выдающиеся достижения и впечатления совершенно незабываемые. Хорошо. Еще раз процитирую вас. «Хочу проникнуть в каждый стиль настолько глубоко, насколько могу». Ну, я так понимаю, что в данном случае вы говорите о композиторском стиле, не национальном стиле Шопена, Шумана, Скрябина и так далее. Сразу попутно спрошу, завершили ли вы свой проект записи всех фортепианных сочинений Скрябина? Да, это вышло уже несколько месяцев назад. Да. Спасибо. Мне кажется, вот запись Скрябина – это некое такое миссионерство. Насколько в современном мире, да, когда коммерческое музыкальное искусство, пианист может себе позволить такую миссионерскую деятельность? Ну, откровенно говоря, не факт, что она станет чрезвычайно прибыльной, да, окупится. Что для этого нужно? Это какая-то поддержка, это фонды. Как это происходит? Вы знаете, что это действительно так. Этот проект для меня не был совершенно коммерческим. Хотя, насколько я понимаю, эти диски продаются и достаточно успешно. Это было предложение фирмы, которое они мне предложили это сделать. Я с удовольствием согласился и счастлив, что я довел это до конца. Действительно, это такой большой, вполне уникальный проект. Ну, может быть, да, может быть. Но это действительно какое-то большое дело было сделано, да. А проникновение в стиль. Каким образом вы проникаете в стиль композитора? Как проникнуть? Да, нет, это очень хороший вопрос, но опять же, на вопрос «как» я, пожалуй, не могу ответить. А вы как это делаете? И я тоже не могу это ответить. Как я? Нет, это не секрет, но тут нет каких-то таких вразумительных слов, что ли. Нет каких-то рациональных рецептов. Действительно, при исполнении французской музыки, немецкой музыки, испанской музыки, американской, неважно. Конечно, там какие-то другие особенности, другой вкус, что ли, другое какое-то ощущение музыкальное, другие музыкальные идиомы. Это все, в общем-то, другое. Кое-что достаточно близко
к российскому, к русской музыке. Ну, скажем, безусловно, Шопен и Лист достаточно близки. Да и Шуман, я бы сказал, не так далек, хотя это очень немецкий композитор. Но вообще, кроме всего прочего, во всей музыке я скорее ищу какие-то наднациональные, что ли. В любом каком-то великом произведении заложены какие-то, ну, что ли, общечеловеческие ценности, говоря высоким штилем. Да, и вот это, наверное, еще более важно и интересно, чем просто какие-то национальные особенности. Ну, я не знаю, взять, скажем, мазурки Шопена, ну, это уж самый такой специфический польский национальный танец, да. Но в мазурках Шопена, кроме вот этой самой, так сказать, ритмики, мазурочности, танцевальности, такое разнообразие, такое количество глубочайших эмоций, каких-то ощущений, чувств, что раскрыть это выходит далеко за рамки просто вот какой-то танцевальной музыки и даже чисто, так сказать, национальной вот какой-то сферы. Да, кто-то сказал, Шуман, по-моему, про мазурки Шопена, что это как за цветами пушки. Пушки, спрятанные В цветах, да. Что это гораздо выше, гораздо больше, гораздо интересней внешней формы. Если вы, например, представитель иной национальной культуры, проникнуть в стиль композитора, это не значит, что говорить без акцента. Невозможно в музыке, если вы говорите без акцента на языке композитора, то некая индивидуальность, она пропадает. Нет, ну почему? Я как раз считаю, надо стремиться к тому, чтобы говорить на языке без акцента, по-немецки или по-французски. Это трудно, да, это трудно, но это надо, по крайней мере, к этому стремиться. Это на языке музыки? На языке музыки, разумеется, на языке музыки. Если обычный язык. Вот когда ты учишь иностранный язык и стремишься говорить без акцента, то достичь этого максимально близкого к первоисточнику произношения ты можешь системой того, что ты повторяешь, копируешь носителей и добиваешься произношения, акцентов, темпа речи. А если в музыке ты копируешь, не исчезнет ли твое индивидуальное? Нет, дело в том, что я не считаю, что нужно копировать. В данном случае, по-моему, не нужно копировать. Я бы сказал, скорее нужно чего-то избегать. Ну, избегать каких-то... Ну, если говорить о русской музыке и русском пианизме, то нельзя применять те же приемы при исполнении, скажем, немецкой музыки или французской музыки, те же, что применяются при исполнении русских. Так же, как и наоборот. Если, не знаю, французский пианист, немецкий, неважно, британский играет русскую музыку, эту музыку нельзя играть так, как французскую или немецкую. Это другое. То же самое и наоборот. Ну, необходимо как-то соображаться с материалом, соображаться со стилем композитора. Значит, в основном это именно избегать каких-то приемов, которые там совершенно неуместны. А русскую и польскую можно играть схожим образом? Русскую и немецкую нельзя? Это, ну, для меня это довольно близко. Для меня это очень похоже. Не одинаково, но это близко. Дело в том, что русская музыка вообще вся находилась под огромным влиянием Шопена. Его стиль... Нет, ну я не могу, это, конечно, это совершенно не русская музыка, это скорее французская, итальянская, помимо польского. Ну, конечно, к России не имеет никакого отношения. Но он, в свою очередь, оказал огромное влияние на практически всех, без исключения, композиторов русской школы. Ну, почти всех, наверное. Вот мы так много говорим о Шопене, я понимаю, что Шопен очень близок вашему творческому поиску, складу, но одновременно с Шопеном вам близок Гершвин и джаз. Вы знаете, что такое отджазированная классика?
Ну, как вам сказать, я, вероятно, могу догадаться, да, да. Ну, вы слушаете, Нет. знакомы ли с этим? Нет. А я бы Нет. хотела узнать ваше мнение. Вот, например, лет 10 назад вышло несколько пластинок. Шопен meets джаз, встретил джаз, и Шопен встретил блюз. Достаточно. Что вы думаете про это? Ужасно. 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 То есть в данном случае классическая музыка перестает быть классической. Нет, это ужасно во всех смыслах. Это ужасно во всех смыслах. Я вот недавно, да, говорил, да, по поводу, ну, как сказать, опускания, что ли, уровня. Ну, вот, так сказать, да, уже ниже, пожалуй, некуда, да. Ну, зачем такая вульгарность? Ну, из Шопена сделать какой-то, я даже не знаю, какое слово подобрать. Понимаете, вообще великие произведения, в частности, вот эта баллада Шопена, она написана, простите, кровью сердца, да? Ну, зачем надо ходить ногами, грязными сапогами по, так сказать, ну, зачем? Это безобразие, просто безобразие. Вам такое не близко вообще? Нет, я считаю, это просто должно быть запрещено. Но пока не запрещено. Ну да, конечно. Ну, может, в дальнейшем. Совсем недавно вы выпустили транскрипции для двух фортепиано сюиты номер 1 Шостаковича для джазового оркестра и концертная фантазия на темы оперы Гершвина «Порги и бес». Это сюита, точнее. Сюита, да? Фантазия, прошу прощения. Это у вас первые опыты в области транскрипторской деятельности? Ну, дело в том, что я несколько действительно сделал транскрипций, вот несколько из них были опубликованы. Это, значит, 2 сюиты Шостаковича, плюс еще пьеса, которую Шостакович называет «Таити трот», хотя на самом деле это известная такая американская песенка «Тифо оттуда». Да. И Гершвина из «Порги и бес» – это две сюиты из «Порги и бес». Ну вот, не так давно я сделал транскрипцию «Жар-птицы» Стравинского для 2 фортепиано. Ну вот, потом тоже совсем недавно я играл свои транскрипции, но это для 1 фортепиано уже, это органных хоральных прелюдий Брамса. Обычно... Но это не ваши авторские транскрипции? Это мои авторские, да. Да. То есть это у вас такая как часть вашей творческой деятельности? Ну да, но можно вы сказать. Вот эти все транскрипции делаете с исполнительской целью? Ну да, в общем-то, да. В XIX веке, когда наблюдается вообще взлет транскрипторского дела, и очень много там разных композиторов работали в этой области, один из нотоиздателей российских нотоиздателей, Василий Песарь, который, кстати, очень много публиковал транскрипций, он решил встать в защиту так называемых адаптеров, как он их называл. Зачем вообще нужно делать транскрипции? И транскрипции — это своеобразный музыкальный цикорий, который, конечно же, не может заменить душистого ароматного звука музыки. И делать их нужно для того, чтобы какой-то там житель далекой глубинки в каком-то медвежьем углу мог послушать музыку оперы или симфонии. Как вы считаете, транскрипция — это музыкальный цикорий, такой некий младший брат? Вы знаете, что да, это действительно так, и это было так в XIX веке.
тот же лист, который сделал огромное, немыслимое количество транскрипций, иногда замечательных, иногда, по-моему, я не знаю, зачем это он делал, честно говоря. Но в любом случае это было как средство популяризации, что ли, да? Потому что, разумеется, тогда не все люди имели возможность посетить оперу или симфонический концерт, но все играли дома и разыгрывали вот эти транскрипции и знакомились с этой музыкой. В наше время это немножко по-другому. И я только могу сказать о себе. Те транскрипции, которые я делаю, я просто делаю ту музыку, которая мне интересна, и которой я хотел бы как бы прикоснуться к которой. Ну, скажем, если говорить о Гершвине, я считаю оперу «Порги и Бесс» действительно замечательным произведением XX века. Но я не дирижер. Я не думаю, что когда-то смогу продирижировать эту оперу. Но мне очень хотелось, так сказать, сыграть это самому. Кстати, я много лет назад я сделал другую транскрипцию для тоже «Порги и Бесс» для фортепиано, скрипки и струнного оркестра. Вот. Но сейчас я... Какой-то фрагмент оперы? Нет, это была достаточно большая сюита, где-то примерно 40 минут звучания. Сейчас просто в силу практических причин два фортепиано гораздо более такая мобильная, более легко осуществимый проект, поэтому мне нравится, в принципе, вот это звучание, полное звучание двух фортепиано. Я сделал для двух фортепиано и играл это с большим удовольствием. И мне кажется, публика тоже получала удовольствие. То же самое, скажем, произошло с «Жар-птицей» Стравинского. У Стравинского нет авторской транскрипции для двух фортепиано. Есть в 4 руки, правда. Вот, но мне показалось, что это интересная мысль, и поэтому я сделал. Кроме того, меня просили, как бы был заказ на это. Ну вот, органные прелюдии Брамса я сделал по другой причине. Ну, во-первых, я открыл для себя эту музыку, которая мне очень нравится, и решил включить в свой сольный концерт, свой клавирабанд, потому что они хорошо подходили к той программе, которой я играл в это время. И ну, мне кажется, вообще не так важно, для какого инструмента это написано. Это вот замечательная музыка. Она все равно остается замечательной музыкой, тем более, что орган и фортепиано не так принципиально различны. Вот. И я, в общем, это сделал даже не с целью популяризации, что ли, или вот как цикория, вы говорите, да, просто для своего собственного удовольствия. Вам очень нравится играть в ансамбле фортепиано? Да. Ну, кроме фортепиано, я играл со многими инструменталистами, певцами, певицами. Ну да. И нет, мне это очень нравится. Не говоря уж о том, что огромное количество замечательной музыки написано именно для вот, камерной музыки или для вокальной музыки. И как-то это всегда большое удовольствие тоже это как-то освоить. Хочу поговорить о Лондоне. Вы уже сколько лет живете в Лондоне? Более 30. Более 30. Более 30. Да. Вы считаете себя англичанином? Ну, нет, конечно, не англичанином, но я люблю эту страну и люблю этот народ, хотя народ очень тоже разный, как и везде, но мне, в принципе, нравится атмосфера в этой стране, и я чувствую как-то вполне хорошо и комфортно. Но вы не англичанин, вы русский лондонец. Потому что мне кажется, что жизнь в Лондоне, она кардинальным образом отличается от жизни в других частях Англии.
Да, вероятно, да. Ну вот, в частности, вот это место, да. Ну, я бывал и по всей Англии очень много, и действительно какие-то города, тем более маленькие города в Англии, это что-то другое. Но, не знаю, здесь я чувствую прямо запах истории, что ли. И вот эти столетия, они тут чувствуются очень ясно. И это очень интересно. А когда вы переехали на постоянное место жительства, у вас не было культурного шока? Вы уже как-то подготовились? Но дело в том, что я в свое время я много концертировал даже в советские времена. Да, все-таки, так сказать, меня выпускали, что называется. И я достаточно много раз бывал и в Лондоне, и в Англии. Поэтому такого культурного шока у меня не было уже в 90-м году. Когда первый раз поехали за границу, был? Ну, В разумеется. какую страну вы первую поехали? Впервые когда это было? Я думаю, что это был Париж в 69-м году. Поразил вас Париж? Да, ну, конечно, это был культурный шок. Да и много лет потом всегда для советского человека быть за границей – это все равно, что поездка на Луну. Это что-то такое запредельное и невообразимое. Было тогда. Ну, потом в новые времена, уже в 90-е годы, я, в общем, жил здесь, но вместе с тем я и жил в Москве. Это было так примерно наполовину. Во всяком случае, много лет я был так между. Но теперь уже достаточно давно, в общем, это мой дом. Вы чувствуете вы себя как дома? Да. Или уже за эти 30 лет это чувство у вас появилось? Или вы сразу приехали и сразу поняли, что это ваш дом? Ну, мне трудно сказать. Ну, во всяком случае, это ощущение уже достаточно давно. А жить на Западе – это свобода? Ну, в общем, да, в каком-то смысле, безусловно. Ну, полной свободы нет никогда. Но я нахожу здесь уважение к человеческому достоинству, чего не было в мое время, и не думаю, что и сейчас в других местах. И это определяющий критерий, да, в выборах? Но это очень важно, да. Не секрет, что исполнителям за рубежом платят гораздо больше гонорары, чем там, в России, странах СНГ. Насколько деньги являются для вас фактором вашей деятельности, важным фактором, или не являются вообще? Бывало ли так, что вы отказывались от концерта, если, например, недовольны были гонораром? Нет, ну я отказывался от концертов, но это не было связано с гонораром. Нет, ну, боже мой, гонорары и деньги вообще важны, мы не можем жить без этого. Но это не приоритет, и это не должно быть вообще приоритетом. Ну да, это что-то такое сопутствующее, да. Ну, я достаточно много концертов в своей жизни играл просто бесплатно, как, не знаю, благотворительность, да. Какие-то концерты оплачивались очень хорошо, какие-то не очень хорошо. Но это, в общем, для меня это так тема маловажная. Сегодня как часто вы даете сольные концерты? Ну вот сегодня будет у вас сольный концерт. Не так часто. Я сейчас играю, в принципе, меньше. Вот. Но, тем не менее, я не хочу останавливаться, и пусть это будет не так часто, но все-таки я хочу продолжать концертную деятельность. Ну что это для вас не так часто? Там, 5 концертов в год, больше, меньше? Примерно хотя бы. Я понимаю, что недавно мы пережили период ковида. Ну да, все связано, кстати. Ну, да. Ну да. Ну, мне трудно, я сейчас не хочу называть каких-то цифр, это тоже колеблется. Но во всяком случае я
Для меня эта область по-прежнему важна, и я по-прежнему этим занимаюсь. Беглый взгляд на историю исполнительского искусства позволил мне выявить два типа, таких кардинальных типа исполнителей. Одни — это те, которые играют для публики, как Горовиц говорил, что концерт — это не лекции, публика не должна скучать. И другой — это Микеланджело, который говорил, что не играют для публики, играют только для себя и ради служения композитору. Вы к какому типу относитесь? Опять же, не мне судить об этом. Да, ну, я думаю, что где-то, не знаю, может быть, посередине. Я, кстати, не уверен насчет Микеланджело. То, что он играл для себя, безусловно. То, что он служил композитору, я в этом не совсем уверен. Он скорее служил себе. Но дело в том, что Микеланджело, на мой взгляд, это фигура такого масштаба и такой значительности. Он не подпадает вот под не входит в эту категорию людей, которых ищут каких-то дешевых сенсаций, дешевых скандалов, так сказать, и пытаются сделать имя вот на этом. Его имя совершенно основано на в общем, какой-то феноменальной личности и необыкновенном пианизме, вообще как личность и музыкант он, безусловно, противоречив, но необыкновенно значителен, по крайней мере для меня. Вы когда выходите на сцену, вы всегда в хорошем настроении выходите на сцену? Не бывает так, что... Хорошим это не совсем точное слово. Нет, это другие совершенно категории имеются. Ну, нет, это... Об этом вообще лучше не говорить, да, это кошмар. То есть вы очень волнуетесь всегда перед... Ну, обычно, да. Даже сейчас, когда у вас там тысячи выходов на сцену, тысячи сольных концертов. Да, это не так связано. Я знаю, что, например, великий пианист Эмиль Гиллельс, чем старше он становился, тем больше он волновался. В молодости он не волновался совсем. А вот потом волновался и очень сильно. А вы тоже? Ну, я не могу сказать, что так. Но, во всяком случае, нет, я всегда волнуюсь, да. Музыка — это красота? Ну, безусловно. И даже авангардное искусство? Это зависит от разных причин. Есть какие-то вещи тоже, что называть авангардом, есть какие-то вещи, которые мне не кажутся интересными. Если мне что-то кажется интересным, значит, наверное, там есть что-то от красоты. Ну, а что есть от красоты? Ну, во-первых, разные понятия красоты. Ну, скажем, произведение Прокофьева, да, раннего периода. Но это в свое время это был крайний такой авангард, резкий авангард. И это другое понятие красоты. Ну, я не знаю, если возьмем какие-то ранние сочинения Прокофьева, ну, скажем, сарказмы, да, резкая, грубая, диссонантная музыка, крайне, ну, даже неприятная для многих людей. Я вижу в этом очень большую красоту. Но красоту чего? Красоту, я не знаю, творческого духа, что ли, творческой энергии, мощи творческой, невероятной фантазии, невероятной какой-то... Ну, Прокофьев вообще был, ну, для моего взгляда, просто гениальный композитор. Он возник как бы ниоткуда, у него нет как бы предшественников, да, ему не нужно было никого цитировать, он не обращался ни к каким источникам каких-то там народных. Это у него все было внутри, это был фонтан творческой невероятной энергии. Так же, как ранний Стравинский, кстати, как «Весна священная». Это вдруг какой-то немыслимой мощи творческой и энергии, вот такой вулкан. Да. Вот для меня это
тоже красота. Это независимо от того, это диссонанс, это грубо, это, так сказать, разные категории. Красота – это не обязательно такой сладкий мармелад. Совсем не обязательно.